Всем привет! На канале Общество защиты интернета довольно давно не выходило новых видео. Война очень много изменила в нашей работе. И все же и здесь мы тоже хотим поговорить о войне. Идет она не только на поле боя, но идет и в интернете. Это война 21 века, и информационный ее фронт является максимально важным. Воюющие стороны понимают, что контроль над нарративом, над информационной повесткой, контроль над информацией, которую получают граждане в России и в Украине, граждане на оккупированных территориях, является критическим для развития событий на театре военных действий. Поэтому на самом деле очень много чего происходит в плане практически военного противостояния России и Украины в информационном пространстве. И мы хотели бы немножко проанализировать и рассказать вам о том, как складывается эта война. Вот, например, среди новостей о бесконечных обстрелах встречаются менее заметные новости о том, как мобильные номера жителей оккупированных украинских территорий переводят на российских операторов. Понимают, что без перевода жителей на местные симки не получится контролировать, не получится прослушивать. И это важно для оккупационных властей. Такое было, скажем, в конце апреля в Херсоне, когда после оккупации в области сначала практически полностью отключили мобильную связь, так что местные жители не могли ни выйти в интернет, ни позвонить. А потом связь восстановилась, но выяснилось, что трафик местных провайдеров направили через российскую инфраструктуру, принадлежащую операторам Миранда Медиа и Ростелеком. Похожие отключения связи были в Бердянске, когда туда пришли российские войска, и в других украинских городах и областях. Я не буду сейчас подробно рассказывать о последствиях отключения мобильной связи. Мы много говорили про это раньше. Есть даже калькуляторы, которые позволяют посчитать ущерб от отключения интернета и мобильной связи в том или ином регионе. Важно, что технологии, важно, что такие инструменты, как интернет и мобильная связь, тоже становятся инструментами ведения военных действий. Давайте приведем несколько примеров того, как на самом деле идет война России против Украины в интернете, какие методы используют российские власти в этой войне и почему в конечном итоге им не удается ее выиграть, как не удается им и выиграть на поле боя. Ну, во-первых, с самого начала вторжения Кремль выбрал знакомую и привычную для себя тактику – запретить все и всех, кто осмеливается высказывать против войны. В первые же дни войны были заблокированы два крупнейших независимых СМИ в России – телеканал «Дождь» и радиостанция «Эхо Москвы», проработавшая 30 лет. После этого под блокировки попали и все остальные, все, что шевелилось. Такие крупные, как «Медуза», BBC, «Радио Свобода», «Медиазона», Deutsche Welle и совсем небольшие региональные СМИ, которые писали и говорили о войне, или даже которые писали и говорили о мирной жизни, но при этом включали в свой рассказ какие-то истории, связанные с войной. Знаете, вы хорошие мои. Все будет хорошо, все будет у вас хорошо. Некоторых заблокировали даже дважды. Так, например, петербургское издание «Бумага» почему-то попало сразу под две блокировки. Не спрашивайте, как это возможно. Я думаю, что в прекрасной России будущего в суде разберемся с этим кейсом отдельно. Ну хорошо, российские власти ввели военную цензуру, заблокировали сайты. Это неприятно, но решаемо, потому что есть инструменты обхода блокировок, я надеюсь, вы ими умеете пользоваться, знаете прекрасно, установили у себя несколько VPN и понимаете, что делать, если нельзя зайти на какой-то сайт. Но дальше, как вы помните, случилось вот что. В начале марта приняли закон о так называемых фейках в отношении российской армии, о дискредитации вооруженных сил России. И вот он уже сделал вообще невозможной работу оставшихся СМИ в России. Вы знаете, что максимальное наказание по этой статье о фейках 15 лет. То есть просто 15 лет за репортаж из Бучи, который рассказывает правду о том, как российские военные там убивали мирных украинских жителей. За 2 месяца применения по этой статье уже возбудили более 50 уголовных дел против журналистов, политиков, активистов, ну и против самых обычных людей. Это все самая настоящая военная цензура, и ее введение показывает, что в Кремле прекрасно понимают, кто владеет контролем над информационными потоками в 21 веке, тот влияет на умы граждан, и, собственно говоря, тому это очень важно для ведения войны. Армия – это часть общества. Мораль в армии, ее отношение к войне зависит в значительной степени от отношения общества. Если общество не поддерживает войну, армия перестает воевать, и наоборот. Поэтому, как выяснилось, законы о фейках и блокировке были только началом. После них взялись за соцсети.
Ведь главное в соцсетях — это распространение информации от человека к человеку, прямая коммуникация между разными людьми, быстрые каналы распространения информации. И вот в конце марта самый независимый в мире российский суд признает экстремистской компанию Мета, компанию, которой принадлежат Facebook и Instagram, две из трех, наверное, самых популярных западных социальных сетей в России. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Больше всего этому, наверное, удивились фэшн-блогеры или маленькие бизнесы, которые продавали в Инстаграме вязаные игрушки и тортики на заказ. Если вы до сих пор думаете, что для меня, как для блогера, Инстаграм — это источник заработка, вы глубоко ошибаетесь. Блять, это просто, это вся жизнь, это душа, это то, с чем я просыпаюсь и засыпаю гребаные 5 лет подряд. И, конечно, под угрозой оказался YouTube. Последнее, самое большое и главное независимое медиа в России, благодаря которому мы с вами продолжаем общаться. Слухи о блокировке YouTube расходятся так упорно, так долго, так давно, что мы даже записали отдельное видео, почему YouTube все-таки, скорее всего, не заблокирует. Но это не мешает Кремлю время от времени вбрасывать в российские государственные агентства со ссылкой на некоторые осведомленные источники новости о том, что в России могут скоро заблокировать YouTube. Последний раз говорили о том, что YouTube точно заблокирует к концу следующей недели, 11 недель тому назад. Итак, Кремль зачистил интернет. Все запрещено, заблокировано. Казалось бы, успех. Но надо же им чем-то заполнять эфир. И тут в ход пошел еще один привычный козырь, который власти вытаскивают из рукава каждый раз, когда у них есть проблемы с контентом. Фейки и пропаганда. Разумеется, нельзя отрицать, что в военное время пропаганда в том или ином виде есть с обеих сторон. Но российская пропаганда максимально перекрывает все, что человечество видело, наверное, до сих пор. Геббельс крутится в гробу от зависти. Истерические вопли Соловьева, оторванное от реальности сообщение Министерства обороны, которые рассказывают уже 4 почти месяца о том, как доблестно российская армия наступает, как украинские националисты разбегаются и как Россия не несет вообще никаких потерь. О потерях последний раз сообщали 25 марта, почти 3 месяца назад, и то наврали. Украинская пропаганда явно направлена на то, чтобы поддерживать боевой дух. Те же самые сводки Арестовича направлены в первую очередь на то, чтобы подбодрить вооруженные силы, подбодрить население. Российская пропаганда же держится исключительно на фейках и на запугивании. Давайте вспомним хотя бы самые выдающиеся из этих фейков. Например, лаборатории по созданию биологического оружия против славян. А еще самые циничные и страшные фейки. Когда жуткие кадры убитых людей из Бучи в Кремле, не стесняясь, называют постановочными. Когда разбомбленный российской авиацией роддом в Мариуполе называют постановкой. Когда обвиняют Украину в взрыве в драмтеатре в том же Мариуполе, под обломками которого погибли сотни людей. Итак, вроде ничего нового. Впечатляющий набор, но привычной блокировки, фейки и пропаганды. Что еще есть в арсенале Кремля на информационном фронте? Если вы вспомните, как Кремль обычно работает на информационном фронте в период больших кризисов, будь то, не знаю, выборы президента США в 2016 году, или выборы президента России в 2018, или умное голосование в 2021, вы точно ответите на этот вопрос. Конечно, боты. В интернет запускается огромная армия ботов, причем очень разных. Например, есть большая сетка ботов, которые под видом украинцев убеждают россиян, что протесты бесполезны, которые задают сакраментальный вопрос: а где вы были 8 лет? Обучать ботов, правда, пришлось так быстро, в такой спешке, что иногда случались очень смешные накладки. Помните, как бесславно затонул флагман Черноморского флота, крейсер «Москва»? После этого власти силами пропагандистов долго убеждали всех, что погибших нет, что это не такая уж большая потеря для флота и так далее. Что это просто ерунда полная, старая лоханка. Видная пропагандистка Маргарита Симоньян даже написала в своем канале в Телеграме: крейсер «Москва» был на год старше меня. Якобы нечего печалиться. Но самым показательным было вот что к ней в комментариях, к Маргарите Симоньян, пришла толпа ботов, которых, видимо, забыли проинструктировать. И они начали писать сообщения: победа будет за нами, вперед Россия, спасибо нашим защитникам, ура, радоваться и нагнетать патриотический угар под постом о том, что крейсер «Москва» погиб, но это ерунда, и его вовсе не жалко.
Если вы обратите на это внимание, вы увидите, что ботов намного больше, чем вы думаете, и намного больше, чем их когда-либо раньше было в российских соцсетях. Правда, с учетом того, как их наскоро обучают, какие-то все свеже зарегистрированные аккаунты, какие тупые у них темники, есть большой вопрос о том, насколько они эффективны. Ну и еще одно, последнее мощное оружие России в информационной битве, конечно же, российские хакеры. Практически с самого начала войны то и дело появляются новости о том, что хакеры атаковали украинскую инфраструктуру, телекомпании, банки. Насколько успешно, мы не видим серьезных подтверждений, что это наносило когда-либо какой-либо ущерб. В последний раз российские хакеры, как сообщается, атаковали Евровидение, но его Украина, я напомню, выиграла. Вот такими методами Россия ведет борьбу в интернете, пытаясь контролировать в первую очередь ту информацию, которая попадает в головы телезрителям, которая является доступной российскому обществу. Заблокировать все, наштамповать фейков, запустить в интернет армию ботов, ну и натравить русских хакеров на украинские объекты. И внезапно оказалось, что, честно говоря, мне кажется, все это не очень-то работает. Что российские пользователи довольно быстро научились скачивать VPN и выходить в Facebook и Instagram. Уровень использования VPN с начала войны вырос в 15 раз. Выяснилось, что фейки, когда делаются так топорно, их может разоблачить любой желающий за 5 минут свободного времени. Что пресловутые страшные русские хакеры, в общем-то, ничего не могут серьезного сделать. Украинские хакерские атаки на российскую инфраструктуру были более заметными и более болезненными. Да и откуда бы взяться такому уж профессионализму? Российские айтишники массово уезжают за границу, и все-таки любой нормальный человек понимает, что идти работать сейчас, в 2022 году, на российское государство, обслуживая его интересы в интернете, в сфере IT, это билет в один конец, причем поездка будет очень-очень недолгой. Я уж не говорю о том, что YouTube по-прежнему не заблокирован. Более того, Министерству связи даже пришлось пойти на попятный и заявить, что закрытие — это крайняя мера, пока не будет альтернативы. Вы что, с ума сошли, что ли? А знаете, что должно было стать этой альтернативой? Ну, конечно, Рутюб. Тот самый, который недавно попал под эффективную кибератаку, после которой несколько дней не мог восстановиться и потерял все пользовательские данные. Но самое главное в том, что в современном мире невозможно взять и изолировать огромный сегмент интернета от всего остального мира. Интернет просто так устроен. Невозможно выиграть войну за информацию, действуя привычными методами цензуры, блокировок и запретов. Это работало в 20 веке. Работало, когда вокруг Советского Союза стоял железный занавес, когда можно было контролировать каждую бумажку, каждый микрофильм, каждую ксерокопию. Да и то получалось так себе. Так называемые вражеские голоса пробивались и снабжали россиян неподцензурной информацией. А сейчас в мире по-настоящему свободного и открытого интернета все это не имеет смысла. Именно поэтому Путин уже проиграл войну в интернете. Открытость победит, а правда доберется до читателя и зрителя. Не давайте себя обмануть, читайте независимые источники информации. Если вы сами умеете обходить блокировки, то обязательно рассказывайте, как это сделать своим родственникам и друзьям. Чем более открытым будет интернет, тем меньше шансов у Путина выиграть войну на информационном фронте. Мы со своей стороны в обществе защиты интернета тоже пытаемся многое для этого делать. Мы, например, говорим с западными IT-компаниями, с интернет-компаниями о том, что они ни в коем случае не должны уходить с российского рынка, возвращаться на него, предоставлять услуги, обеспечивать доступ в неподцензурный интернет для россиян. Потому что правда о войне, реальная информация о том, что происходит в Украине, это сейчас как раз критически важно. Когда и если мы сможем изменить настроение российского общества, пробиться к российскому обществу с независимой информацией, то война тут же и закончится. Армия перестанет воевать. Это один из самых реальных сценариев для того, чтобы войну прекратить. Поэтому для этого не жалко приложить никаких усилий. Давайте прикладывать их вместе. Спасибо и до новых встреч.